Всем здравствуйте! Я связала еще один маленький брелочек. Это вот такой олененок. Показываю, как всегда, со всех сторон. Этого олененка вяжем снизу, вывязываем хвостик, ножки, ручки, вяжем голову, вывязываем мордочку, вывязываем ушки, и это одна целая вот такая деталь. Отдельно вывязываем рожки и привязываем их. Делаем оформление, приклеиваем глазки и вывязываем по желанию шарфик. И получается вот такой красивый брелок. По сантиметрам, если замерять вместе с рожками, то 8 сантиметров. Если без рожек, то 6 сантиметров. Игрушка небольшая, расход пряжи тоже небольшой. И небольшой расход наполнителя. Еще мы с вами вязали вот такого медвежонку. Ссылку на мастер-класс медвежонка я оставлю под видео и на видео. Это у меня самые маленькие брелочки, какие я вязала из плюшевой пряжи. Можно сказать, что они прям миниатюрные, но очень-очень красивые. И вязать их несложно. Давайте вместе с вами свяжем сегодня вот такую красоту. Для олененка я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров. И крючок возьму 4 миллиметра. Берем основной цвет, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду нужно вязать 1 столбик прибавка, но вывязываем еще хвостик и ножки. Делаем первый столбик и вывязываем хвостик. 3 столбика, 3 воздушных петли и 2 во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида, следующую второй. Соединительная петля в сам столбик, из которого вывязывали. Так как нам нужно делать прибавки, то в этот же столбик провязываем второй столбик без накида. Далее прибавка. Прибавку вяжем не до конца, второй столбик. Переходим на темно-коричневый цвет и вывязываем ножку. 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Вот 3 столбика и общая вершина. Здесь меняем цвет пряжи на основной. Первую ножку вывязали, и в этот же столбик, из которого вывязывали ножку, вывязываем столбик без накида. Далее прибавка. Вторую прибавку довязываем не до конца. Берем дополнительный цвет и вывязываем из следующего столбика 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Это вторая ножка. Меняем цвет пряжи на основной. В этот же столбик, из которого вывязывали ножку, провязываем столбик без накида. В
последний столбик вяжем прибавку. Всего получилось 12 столбиков во втором ряду. Третий ряд. Провязываем 12 столбиков без изменения. Хвостик вот так вниз опускаем и провязываем столбик без накида. Вяжем так до конца ряда. Четвертый ряд. В этом ряду вывязываем ручки. Вяжем 4 столбика основным цветом. 1, 2, 3, 4 не до конца. Переходим на дополнительный цвет и вывязываем ручку. 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. И переходим на основной цвет. Вот вывязали первую ручку. Теперь основным цветом 1 столбик, 2, 3 не до конца, переходим на дополнительный цвет и вывязываем вторую ручку. 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Общая вершина, и переходим на основной цвет. И довязываем основным цветом 3 столбика. 1, 2, 3. Без изменения 12 столбиков. Вот так выглядят ручки. Вы смотрите по своей плотности вязания, где будут располагаться ручки. Может немного сдвинется. Эту коричневую ниточку мы отрезаем. Ее здесь будем ввязывать немножко. И теперь уже наполняем. Вот так. Совсем немножко. И пятый ряд. Пятый ряд — это 6 убавлений подряд. Так, довязываем до конца ряда, и в пятом ряду будет 6 столбиков. Шестой ряд, 6 прибавок подряд. Довязываем так до конца ряда. В конце ряда получится 12 столбиков. Седьмой ряд. В седьмом ряду нужно провязать 1 столбик прибавкой и вывязать еще мордочку. Вяжем 1 столбик прибавка, 1 столбик прибавка, 1 столбик и прибавка. Так мы повторили 3 раза. Здесь прибавку довязываем не до конца, переходим на белый цвет, так как будем вывязывать мордочку, носик. Три столбика с накидом с одной общей вершиной. 1, 2, 3. Общая вершина. И меняем цвет на основной. Теперь это у нас был как 1 столбик. Далее прибавка. И еще 2 раза повторяем 1 столбик прибавка. И 1 столбик прибавка. Всего получилось 18 столбиков. Беленькую ниточку отрезаем
эти ниточки связываем на 2 узелка. Делаем такую закрепку. И 8 ряд. В 8 ряду вяжем 18 столбиков без изменения. Довязываем их до конца ряда. В 9 ряду нужно провязать 1 столбик убавка, так повторяем 6 раз, и вывязывать ушки. Начинаем сразу с убавки. Убавка. 1 столбик. Убавка. 1 столбик. Вывязываем первое ушко. 2 воздушных петли. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. И соединительная петля в этот столбик, из которого вывязывали. Вот первое ушко. Далее убавка. Теперь 1 столбик. Убавка. 1 столбик. Убавка. И симметрично вывязываем второе ушко. 2 воздушных петли. Во вторую воздушную петлю от крючка столбик без накида. И соединительная петля в сам столбик, из которого вывязывали. Теперь 1 столбик. Убавка. И 1 столбик. Вот получилось 12 столбиков. Берем наполнитель, наполняем. 10 ряд. 6 убавлений подряд. Довязываем так до конца ряда. Прячем верхнюю дырочку за передние стенки каждого столбика. Ниточку затягиваем. Вкалываем в середину и выводим сбоку. Вот получилась такая основа. Теперь свяжем рожки. Я возьму крючок 3,5. Оставляем небольшой хвостик, чтобы было как завязать. Набираем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем соединительную петлю 1, в следующую тоже соединительная петля. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Во вторую воздушную петлю от крючка соединительная петля 1, следующую 2. Теперь откуда мы вывязывали воздушные петли, еще соединительная петля, и в последнюю воздушную петлю тоже соединительная петля. И оставляем такой же хвостик. Вот получаются такие рожки. Теперь берем игрушку и эти рожки вот пришиваем, привязываем на 2 узелка вот близко возле ушек. Вот я приклеила глазки. Глазки 5 миллиметров, маленький носик, и связала вот такой шарфик. Здесь нет ничего сложного. Набрала цепочку из воздушных петель и обвязала ее столбиками без накида. Одела карабин
И получился такой олененок. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!